Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео я покажу 4 разных способа, как сделать косую или же не косую бейку. Долго тянуть не буду, приступаем. Итак, для первого способа нам нужно сделать шаблон. Я его делаю из бирки, вы можете взять любой другой, но желательно плотный картон. Провожу линию 2 сантиметра, опускаюсь буквально на 2 миллиметра и провожу следующую линию. Вот такой прямоугольник должен получиться. 2 сантиметра это то, какая будет бейка уже в заутюженном виде. А для удобства я отмечаю центр и вот такими пунктирными линиями опускаюсь вниз. Внизу я делаю такую же рамочку, такой же прямоугольник, но уже на ширину ткани, которая еще не заутюжена. Сразу хочу сказать, что нижний вот этот прямоугольник делать не обязательно. Он нужен в том случае, если у вас лента слишком длинная, и тогда это удобно. И как вы видите, с помощью канцелярского ножа я вырезаю в данном случае оба прямоугольника. Итак, шаблон готов. Сразу же показываю, как ним пользоваться. Ширина ленты у меня 3,5 сантиметра. И отверстие нижнее, как и говорила, равняется той величине, которая у вас ширина ленты. То есть 3,5 сантиметра в моем случае. У вас это может быть абсолютно любые другие размеры. Продеваю вот так. Укладываю лицом вниз. Вот так загибаю с двух сторон. Аккуратненько. И вот тут продеваю уже во второе отверстие. Беру утюг и заутюживаю. Смотрите, как говорила, второе отверстие, если у вас большая лента, ну, если вам нужно сделать 50-100 метров, то это удобно, вы всегда можете отойти, оставить, зафиксировать. И все-таки, когда одно отверстие, то есть вероятность того, что что-то где-то сдвинется, съедет и будет не очень ровно и красиво. Также почему не делают два отверстия одинаковые и сразу же не складывают, да, потому что ткань должна подаваться равномерно. В любом случае, каждый выберет для себя удобный ему способ. Ну а мы тем временем приступаем ко второму способу изготовления косой или не косой бейки. И снова будет шаблон, но уже гораздо проще. Снова я использую бирку, но можно взять абсолютно любой, другой, но желательно плотный картон. Я нахожу центр, или же не центр, а просто провожу прямую линию. И от нее в обе стороны откладываю по 1 сантиметру. Снова у меня в готовом виде бейка будет 2 сантиметра. Провожу линию с одной и со второй стороны. И далее я беру ножницы, они у меня с тупым концом, просто провожу вот так под линеечку, чтобы мне проще было согнуть. И загибаю с одной и со второй стороны. Вот тут лишнее я срежу, чтобы у меня был просвет. И тут же показываю, как же делать пейку с помощью этого шаблона. Снова у меня ширина 3,5 сантиметра, ну а в готовом виде должно быть 2. Теперь я складываю ткань пополам вот так, немножко приутюжу, для того, чтобы я видела центр и могла его совместить с центром, который у меня есть на этом шаблоне. Забегая наперед, скажу, что этот способ я вообще никогда не использую. Я его когда-то попробовала, мне не понравилось, и с тех пор я, в принципе, ним не пользуюсь. Но знаю, что многие пользуются, возможно, дело привычки. Вот так совмещаю центр с центром на шаблоне. Покажу чуть поближе. Вот. И далее задача загнуть вот так с одной стороны и с другой. Сделать это нужно равномерно. И вот так получается. Далее берем утюг и вот так продвигаем и утюжим. Если в случае с первым вариантом было легко, то тут нужно постоянно контролировать. Сейчас покажу. Вот это я заутюживаю. И вот, смотрите, я уже вижу, что у меня вот
ну, немножко неровно. Возможно, это зависит от ткани. Я представляю, если бы я делала эту бейку из трикотажа. Ну, этот способ, забегая, как я уже сказала, наперед, не самый мой любимый. А точнее, я ним вообще никогда не пользуюсь. Но все мы разные, и, возможно, кому-то этот способ, наоборот, полюбится больше всего. Ну а тем временем я заканчиваю со вторым способом и приступаем к третьему. Снова у меня ширина ленты 3,5 сантиметра, и снова я буду делать бейку шириной 2 сантиметра. У меня есть канцелярский нож, который как раз-таки, вот эта верхушка у него 2 сантиметра. Я снимаю нижнюю часть, вынимаю лезвие, и все, у меня готово приспособление для косой или не косой бейки. Когда я первый раз увидела на просторах интернета фото лайфхака вот данного, я, если честно, ну, немножко так с осторожностью отнеслась к нему. Но попробовав, я поняла, что это очень классный лайфхак и классная идея. Вот так просовываю. И тоже хочу сказать, что это очень удобно, когда у вас большая лента. У меня сейчас маленькие, поэтому, ну, получается, что сама лента не намного больше, нежели сам нож. Но, тем не менее, очень удобно, причем до самого конца. Вы это сейчас видите. И для четвертого способа я буду использовать рукавную платформу, но это можно сделать и на обычной гладильной доске. Для этого понадобится вот такая портновская булавочка. Она у меня практически 4 сантиметра. И вот прям на рукавной платформе я рисую, точнее делаю отметки 2 сантиметра. Вот так, раз и два. Беру булавочку, вот отступая, вот так завожу. Главное мне попасть в точку. И снова завожу. Все, наше супер приспособление готово. Ширина ленты у меня уже традиционно 3,5 сантиметра, но все равно вам покажу. Вот. И я вот так загибаю, и нужно продеть. Я использую также булавочку. Вот так цепляю аккуратненько. Это самое сложное. Выравниваю. И беру утюг и заутюживаю все. Вот булавка, в отличие от шаблона, мне нравится намного больше. Она лучше фиксирует. Но в целом я рекомендую попробовать все способы и понять, какой из них больше нравится вам и каким вы будете пользоваться в дальнейшем. Это если вы новичок. А если вы шьете давно, то напишите, каким способом пользуетесь вы, либо вообще не пользуетесь, а покупаете готовую косую бейку. Ну, а я подвожу итоги. Вот эта бейка сделана с помощью канцелярского ножа. Вот такая с помощью этого шаблона. Вот такая сделана вот этим шаблоном. И сейчас покажу четвертую. Это с помощью булавочки. Лично мой рейтинг. Первое место бейка сделана с помощью булавки. Второе место будет вот такой шаблон. Хотя, ну вот с канцелярским ножом, ну вот я бы поспорила. И четвертое место вот такой шаблон. Но мне кажется, что в жизни не бывает никаких первых, вторых, третьих, четвертых мест, потому что не будем мы никогда пользоваться третьим и четвертым. Будет любимый способ и на всякий случай. Кстати, кто переживал за канцелярский нож, он собирается и вполне себе работает по своему назначению. Ну а на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Переходите во вкладку видео, вы найдете для себя очень много интересных и полезных видео. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. А на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.